Хочешь узнать о мистических тайнах нехорошей квартиры Булгакова? Или узнать о главном событии года – цветочный джем, или для чего Собянин заказал 100 тысяч цветов? А также где и когда проводится фестиваль «Цветочный джем»? Тогда смотри наше видео. Привет, друзья! Прямо сейчас мы находимся на Тверской площади, где проходит фестиваль «Цветочный джем». Этот фестиваль будет проходить с 22 июля по 11 сентября в Москве. На площадях и бульварах, на улицах и переулках вас ждут лучшие конкурсные и специальные проекты прошлых лет, а также новые неожиданные ландшафтные решения. Висячие сады с настоящими лианами, цветочные арки и галереи, водные сады и тропические зеленые острова. Зеленый город станет еще ярче. А чтобы погрузиться в дачную атмосферу, не обязательно уезжать из Москвы. На Тверской площади установили большую дачную веранду, окруженную 30 тысячами растений. Внутренний двор веранды накрывает кружевное небо. Заходите, чтобы отдохнуть и насладиться ароматами цветущего сада. И да, вход на фестиваль «Цветочный джем» 2022 бесплатный. Возможно, обязательная регистрация на мастер-классы и другие мероприятия. А подкрепиться можно в такой уютной атмосфере. Ой, а здесь можно посмотреть старые советские фильмы. Вот так, сидя у фонтана, очень уютно. Я и не заметила, что здесь есть качели. Афиша на ближайшие дни. Ну а теперь прогуляемся по Тверской мимо мэрии Москвы. Мы дошли до Маяковской, а теперь направимся к Патрикам по Большой Садовой. А вот здесь находится та самая нехорошая квартира. Идем смотреть на нехорошую квартиру. Если она еще работает. Жалко, что темно, конечно. Плохо видно. А вот и музей. А он работает? О, до часа ночи, ничего себе. До 11. Пойдем? И хотя на двери было указано, что работает музей до 11, в 9 вечера он был закрыт. Кстати, считается, что квартира исполняет желания. Изначально посетители писали записочки и прятали их под плинтус в квартире. Но потом выяснилось, что исполнилось много желаний, и тогда появился вот этот специальный ящик для просьб мастеру. А еще происходит много мистического. И все это связано с романом, то есть дом как бы живет своей жизнью. Например, смотрители музея иногда слышат цокот копыт, который проносится по комнатам. Кстати, если в эти стены попадает незамужняя девушка, она вскоре выходит замуж. Наша сегодняшняя прогулка продолжается, и мы идем к Патриаршим прудам. Мы на Патрике идем. Патрики. Здесь желательно иметь такой собачку. Собачке жарко, наверное, очень. В такую погоду.
Вот так Малая Бронная 28 выглядела во время съемок фильма «Самая обаятельная и привлекательная». Давайте посмотрим на нее сейчас. Кстати, слева находится Маргарита. Отличное место для инстаграмных фоточек. Ну а если пройти далее по Малой Бронной, то мы увидим Киану. Здесь необычная подача, много коктейлей. Самый лучший из них, на мой взгляд, апероль шприц и лавандовый коктейль. Если вам нравится флер ночных патриков, вам однозначно сюда. Кусочек Парижа на патриках. Вот он, этот дедушка, который играет в шахматы. Он всегда здесь сидит. Нет, фото стоит денег. Хорошо. А игра стоит денег? Конечно. Он на деньги играет? Да. А ты с ним уже играл? Нет, кто мы говорим? А, то есть ты сначала играешь, проигрываешь, а потом он просит деньги. Не знаю. Ну, какие Мне кажется, машины. просто тафон. Ой, а помнишь, мы здесь сидели с тобой? Может, тоже посмотрим? Здесь так уютно. Багажник большой. Парни клеят девочек. Как уютно здесь посидеть. Вот так. Вот Гран-Крю. Вот в этом ресторане огромное количество вин. Ну что, парням не удалось познакомиться с девчонками. Едут одни. Как? Вас много? А вы пойдете потом? Между прочим, Малая Бронная называется так из-за Бронной Слободы, местности, на которой проживали мастера оружейного дела, изготавливающие в том числе доспехи, панцири, кольчуги, броню. Кстати, раньше здесь были сплошные болота, и может быть потому, что их не до конца осушили, до середины 19 века Малая Бронная заканчивалась там, где сейчас находится единственный из сохранившихся патриарших прудов. А вот так цветочный джем выглядит в ночи. Памятник Тимирязеву. Агентство новостей Тавтаз.
Перед штаб-квартирой ТАСС открыта фотовыставка «Культурное наследие народов России». В экспозицию вошли снимки фотокорреспондентов агентства из разных регионов страны. Они рассказывают о культурной самобытности населяющих ее народов и этнических общностей. Почему-то эту локацию облюбовали для себя сразу несколько классных ресторанов и кафе, что только добавило улице уюта и камерности, особенно в летнее время, когда широкие окна раскрыты нараспашку и можно сидеть за столиком, наслаждаясь видами. Кто-то снял номера. Ах, она прекрасна. Ой, гелик. Отель Чайковский. Театр Маяковского. Ну а далее мы доехали до Манежной площади, ведь она стала центром притяжения московских сезонов, которые теперь называются «Цветочный джем». Здесь, как в дубайском Miracle Garden, среди цветочных полей вырос зеленый мини-город. Ландшафтные дизайнеры, конечно же, вдохновились дубайским парком Miracle Garden и создали целый город из цветов. Дома среди полей и живых арок, яркие блики от крыш. Все в этом волшебном городе создано из ярких однолетников и многолетников, цветущих весь сезон. Вообще всего создано 27 садов и цветочных композиций на центральных площадках города. Это Манежная площадь, Камергерский переулок, Тверской бульвар, Никольская, Новый Арбат. Здесь можно посмотреть, как расположены все эти площадки. Лестница Российской государственной библиотеки снова наполнилась яркими красками и стала уникальным зеленым уютным пространством. На Биржевой площади воссоздали сад-галерею, украшенную вьющимися тропическими лианами. Она расположена неподалеку Новой площади. Вы попадете в зеленый коридор, где можно посидеть, остановиться и понаблюдать за свисающими цветами. Обновленную площадь Тверская застава украсили яркие цветочные композиции, высаженные у подножия памятника Максиму Горькому. Сады цветочного джема появились и у главного входа в ВДНХ парка Горького и Музеона. Присоединился к фестивалю и парк Зарядье. Там у прудов уже цветут луговые травы, сочетание которых напоминает живописные полотна Клода Моне. Продолжение нашего вечера я покажу, как дым утопает в цветах. Благоухающие клумбы зацвели на линиях около знаменитого фонтана и на фасаде ГУМа. В 2022 году на фестивале представлено 24 вида цветов. Среди них сиреневые агератумы, лимонные и оранжевые тагетисы, целозии, красные и белые бегонии, розовые калеусы и сурфинии. Мне очень важно ваше мнение. Скажите, понравилось ли вам это видео, что нужно добавить, может быть, что-то нужно изменить. Напишите в комментариях, мне будет очень приятно. Я напоминаю, что цветочный джем продлится до 11 сентября, поэтому у вас есть все шансы увидеть всю эту красоту своими глазами. Площадок очень много, мы сами не успели все посетить и очень надеемся, что попадем еще на несколько и обязательно их покажем. Я в восторге от этих красок. Только посмотрите.
итальянское кафе Карло. И здесь же отель Хостел. То есть после кафе можем пойти поспать. Куда мы дальше пойдем? Что нам еще посмотреть? Предлагайте. Мы учтем ваши пожелания. Но есть такая идея в воскресенье поехать в Трувиль, да? Другие. А еще мы думали в Павшинскую пойму. Делитесь комментариями, что интересно было бы посмотреть. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. До новых встреч!